Всем привет! Меня зовут Алексей, вы снова на канале Naked BPM. Поговорим об эффективности бизнес-процессов, а именно о том, как ее измеряют. Вообще для того, чтобы что-то измерить, нужна некоторая шкала. В BPM такой шкалой являются уровни процессной зрелости. Идея здесь очень простая. Выделяются 5 уровней процессной зрелости, от хаотичных до проактивно улучшающихся. Каждому уровню соответствует набор четких критериев, по которым можно оценить, дотягивает процесс до этого уровня или нет. Итак, рассмотрим уровни процессной зрелости поподробнее. Первый уровень – хаотичный. В данном случае организация вообще слабо представляет себе, что такое процесс. Каждый экземпляр выполняется как в первый раз. При этом выполняется контроль функций, а не процесса в целом. Выполнение процесса зачастую осуществляется вопреки здравому смыслу, а иногда только благодаря действиям каких-то местных героев. Масштабировать такой процесс невозможно, потому что при количестве роста экземпляров все просто потонет в болоте. Второй уровень – повторяемый. На этом уровне появляется желание управлять процессом и создается его описание. Вообще, на предыдущем уровне, хаотичном, процесс может сопровождаться некоторыми артефактами, такими как кусочки должностных инструкций, шаблон документов, но единого документа, описывающего процесс целиком, не существует. Так вот, на втором уровне такой документ появляется. Само по себе описание процесса может наконец помочь осознать процесс целиком и исключить типовые глупости его исполнения. Конечно, одного лишь описания процесса для качественного управления процессом может быть мало. Третий уровень – определенный. На этом уровне появляется полноценная модель процесса, а также появляется желание управлять качеством процесса путем его измерения. Зачастую на этом уровне добавляются IT-решения, в которых процесс автоматизируется. Появляется связь между моделью процесса, регламентами и исполнением процесса. Вообще, на мой взгляд, это первый из уровней зрелости процесса, на котором можно говорить о том, что процессом действительно управляют. Четвертый уровень – управляемый. На этом уровне появляются метрики и показатели процесса, а значит формируется обратная петля управления. Процесс становится гибким. Вообще процесс начинает изменяться под требованиями бизнеса, и все изменения становятся измеряемыми. Пятый уровень – проактивно улучшающийся. Пятый уровень – это непрерывное улучшение процесса под влиянием стратегии компании, а также это проактивное изменение процесса под условия рынка. Вся инфраструктура исполнения процесса соответствует принципам гибкости и адаптивности. Цикл BDCA работает в полную мощь. Подробнее про уровни процессной зрелости читайте у нас на сайте в журнале Elma. Ссылка есть внизу в описании, а также рекомендую обратиться к таким источникам, как Библия процессного управления, книга Сибук. Подытожу, процессное управление – это не спорт, и быть лучшим нужно именно там, где это действительно необходимо. Нет совершенно никакого смысла улучшать и доводить до совершенства процессы, которые слабо или совсем не влияют на эффективность компании. Нужно концентрироваться на том, что действительно важно. Этому, кстати, был посвящен отдельный выпуск Naked BPM, ссылку на который вы можете найти в описании к видео. И, наконец, последний вопрос сегодняшнего выпуска. А как же подойти к улучшению процессов? Используйте цикл Деминга. Этому вопросу также был посвящен отдельный выпуск Naked BPM, ссылку на который вы опять же можете найти в описании к этому ролику. Сегодня на этом все. Оставляйте ваши комментарии к видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующий раз.